Ну, я надеюсь, что сейчас тоже видно. Да, все видно. Да. Ну что ж, здравствуйте все, кто присоединились к нам в живом формате, и все те, кто присоединятся к нам в формате записанном, послушать нас потом или посмотреть. Мы сегодня будем говорить о доступности кино в первую очередь, хотя медиадоступность, термин вообще касается, естественно, не только кинематографа, а касается вообще разного контента, который мы получаем посредством визуального канала, аудиального канала, да, то есть вся та информация, которая поступает к нам и которая не может поступить к людям, у которых есть определенные ограничения. Но так как мы все-таки компания, которая занимается аудиовизуальным переводом, в первую очередь, естественно, мы будем говорить о кино. Вот такой теоретический слайд, который отсылает нас к трудам теоретиков аудиовизуального перевода о семиотике аудиовизуального произведения. Всю информацию в аудиовизуальных произведениях мы получаем по двум каналам. Я уже это упомянула. Аудиальному каналу – это то, что мы слышим, и визуальному каналу – это то, что мы видим. Более того, вот все эти знаковые системы, все эти коды, которые мы получаем в аудиовизуальном произведении, они делятся на знаковую систему вербальную и невербальную. И если разобрать любой фильм, будь то документальный, мультфильм, сериал, фильм ужасов, немое кино, ну, немое кино там в вербальной системе не будет, аудиальный, вернее, да, аудиальный канал выпадет, мы можем увидеть, какое многообразие разных семиотических систем поступает нам для обработки информации. Вот когда мы просто включили фильм, чтобы получить удовольствие, мы на самом деле включаем, скажем так, дешифровку разного рода видов информации. Ну, допустим, в графической знаковой системе, по визуальному каналу мы получаем там субтитры, или мы видим письма, которые всплывают на экране, которые читает, например, герой. Или если там поговорить об аудиальном канале, ну, естественно, это диалоги, монологи, это голос закадровый, особенно, там, например, в документальном кино. Мы слышим так называемый паралингвистический код, все то, что характеризует персонажа, например, манеру речи, или акцент какого-то персонажа, или интонацию. Мы обращаем внимание также на драматическое развитие сюжета. Мы слышим шум и грохот, мы обращаем внимание на спецэффекты и так далее, и так далее, и так далее. Человеку, у которого нет никаких ограничений в восприятии окружающего мира, я имею в виду человеку, у которого все нормально со зрением и со слухом, который воспринимает информацию без ограничений в когнитивном плане, он получает все эти 14 знаковых систем, их 14 здесь на слайде, ну, скажем так, полноценно, да? Потенциально может получить их полноценно. Мы, конечно, можем отвлекаться на какие-то вещи, мы можем что-то проглядеть, что-то не заметить, но потенциально мы можем получить все. Люди с разного рода ограничениями, и сегодня мы с вами будем говорить о двух видах ограничений. Это ограничения по зрению и ограничения по слуху. Потому что есть еще люди с когнитивными особенностями. Я буду немного упоминать доступность для такой аудитории, но наша с вами задача прежде всего сегодня поговорить о доступности для людей с ограничениями по зрению и с ограничениями по слуху. Ну вот, опять же, глядя на этот слайд, вы понимаете, что те, у кого есть определенного рода ограничения по слуху, не получат информацию, передаваемую по аудиальному каналу. Они просто не услышат спецэффекты, грохот и шум. Они не услышат значимые паузы в речи, если, например, человек отвернут от экрана. Они не смогут оценить качество голоса. Ну и многие другие вещи, те же акценты, которые, как я говорила, характеризуют персонажа, тоже будут им недоступны. Что касается человека с ограничением по зрению, он не получит всего того, что передается по визуальному каналу. А по визуальному каналу на самом деле мы получаем большую часть информации. Разные ученые пытались посчитать это в процентах относительно всей той информации, которую мы потенциально можем получить, и насчитали что-то в пределах от 70 до 90 с лишним, там где-то я читала даже 96%. Ну, в современном мире я могу поверить, что большая часть информации визуальная. Мы даже общаемся сейчас не словами, а гифками, мемами и эмоджи.
И, соответственно, человеку, у которого ограничения по зрению, тотально незрячий, или человеку, у которого, допустим, какая-то такая крайняя степень катаракты, который видит картинку, но видит ее либо расплывчато, либо кусками, потому что вот эти пятна темные закрывают определенную часть изображения, видеокадра и так далее. Они не увидят, что происходит, они не увидят важных действий на экране, они не увидят всплывающих надписей, выражений лица героев, ну и так далее. Все то, ради чего, собственно, работает оператор. Да, изначально сценарист, а далее оператор и актеры. И вот с развитием аудиовизуального перевода и вообще с развитием искусства, киноискусства, появилась необходимость каким-то образом для огромного количества людей компенсировать вот всю ту недостающую информацию, которую они получить не могут. В анонсе к сегодняшнему вебинару было написано, что в общей сложности, да, порядка полумиллиарда, да, правильно? Ну, я могу сейчас наврать в цифрах, я больше знаю про незрячих, 39 миллионов незрячих, тотально незрячих в мире. Ну, например, в одной маленькой Мурманской области, в которой не очень большое население, 2000 человек тотально незрячих. Это те, которые прошли комиссию и получили справку о том, что у них вот такой вид инвалидности. Не очень толерантное слово, но тем не менее слово используется до сих пор в государственных документах. И эта цифра не учитывает тех, кто потерял зрение временно, ну, в силу, например, каких-то ограничений, связанных с оперативным вмешательством. Кто теряет его и пока еще, скажем так, ну, не дошел до вот этой комиссии, до получения официального статуса незрячего. Кто решил осознанно туда не обращаться и просто живет в своем мире, да, в этом мире тотальной, ну, там не темноты, да, но тем не менее тотальной темноты, скажем так. И вместе с этим возник вопрос, как же решать проблему недоступности контента, недоступности, ну, например, контента для незрячих, для слабослышащих. Стали постепенно развиваться разные способы адаптации. Вот я сегодня буду говорить о следующих. Естественно, это скрытые субтитры, так называемые closed captions. И мы сегодня обсудим, чем они отличаются от субтитров открытых, так называемых привычных нам субтитров. Это сурдоперевод, который, в принципе, довольно активно развивался у нас в России, и, наверное, каждый из вас хоть когда-то видел примеры сурдоперевода. Например, я помню, что в моем детстве один из выпусков новостей, если я не ошибаюсь, в 15 часов, обязательно сопровождался сурдопереводом. И то, о чем, наверное, я, скажем так, компетентнее всего могу говорить, это аудиодескрипция или тифлокомментирование. Это два термина, обозначающие в какой-то мере одно и то же, но с разными подходами. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну, начнем с адаптации кино для людей с ограничениями по слуху. Ограничения по слуху могут быть разные. Это может быть как тотальная глухота, да, то есть люди, которые не слышат ничего, так же, как и частичная потеря слуха, опять же, постоянная или временная. Российская Федерация, как и многие другие страны, определяет требования к тому, как создавать такую доступность посредством стандартов, государственных стандартов. И у нас в стране такая интересная ситуация. У нас есть стандарт по созданию скрытых субтитров, ну вот как он называется, скрытые субтитры для инвалидов по слуху, созданный в 2017 году. Но у нас нет стандарта по открытым субтитрам, субтитры, которые обеспечивают нам перевод с одного языка на другой, да, ну или так называемые same language subtitles, когда нам нужно на русском получить субтитры. Общепринятое название в мире для этих субтитров это closed captions, CC, и, наверное, довольно часто, когда вы даже в YouTube смотрите какие-то видео, вы видите, что этот значок внизу появляется. Ну или такой очень широко признанный за рубежом термин subtitles for the deaf and hard of hearing, SDH. В зависимости от того, в какой стране вы находитесь и кто вообще производил эти субтитры, вы можете столкнуться с разными определениями, немного разными подходами. Я сегодня постараюсь немножко разъяснить различия, но сразу оговорюсь, что вы можете столкнуться и с другими различиями, которые я сегодня не укажу. Итак, у нас есть ГОСТ, который определяет, как делать эти субтитры и что это такое. Там прописаны технические требования, там прописаны термины и их определения,
И, собственно, там указано, на основании каких международных документов есть в Российской Федерации такое требование обеспечивать такого рода субтитрами определенную часть вещания, да, по телевизору или в кинотеатрах, к примеру. Когда Россия ратифицировала, подписала, да, эту конвенцию ООН о правах инвалидов, она, в принципе, согласилась на то, что гласит цитата на экране, что государства-участники, в частности Российская Федерация, должны принимать все меры к тому, чтобы формы оказания помощи и поддержки по доступности предпринимать. Да? То есть должен быть обеспечен доступ к информации, должны поощрять доступ инвалидов к ИКТ, так называемым, да, к информационно-коммуникационным технологиям. И помимо этого должны поощрять проектирование, разработку, производство и распространение такого рода технологий. Ну, тут еще приписка при минимальных затратах. Есть еще одна статья в этой конвенции, которая гласит, что без дополнительной платы государства-участники принимают надлежащие меры для снабжения инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики. То есть если какой-то контент, да, в нашей ситуации аудиовизуальное произведение, предназначен для широкой публики, то он должен быть предоставлен в доступных форматах и с использованием таких технологий, которые учитывают разные формы инвалидности. После подписания конвенции появился целый ряд федеральных законов, которые определяют подготовку разного рода видов обеспечения доступности для людей с ограничениями, ну, в частности, по слуху и по зрению, в первую очередь. Они по-разному, скажем так, выполняются. Они не обязывают, конечно, скажем так, телекомпании или производственные компании в обязательном порядке производить субтитры или аудиодескрипцию, но предписывают определенный процент, которым надо снабдить контент. Ну, например, среди каналов, которые предоставляют скрытые субтитры, есть Первый канал, да, если вы включите телетекст, если ваш телевизор к этому приему технически может осуществить прием телетекста, вы можете посмотреть скрытые субтитры, так называемые, да, для людей с ограничениями по слуху. Но ГОСТ наш определяет скрытые субтитры следующим образом. Да, они прям называются скрытые субтитры для инвалидов по слуху, и они являются специальными субтитрами, которые передают аудиосодержание, ну, здесь говорят телевизионных передач, да, или там кино и передач, в текстовом режиме для лиц с нарушениями слуха. Но, правда, здесь оговорка: при наличии телевизионного приемника с функцией телетекста. И вот на самом деле здесь первый камень преткновения между так называемыми скрытыми субтитрами и теми субтитрами, которые называются SDH. Потому что технология передачи сигнала и технология кодирования у них разные. И мы, в принципе, сталкиваемся с этим, ну, скажем так, только когда производители эти субтитры обеспечивают именно для конкретного произведения. Англоязычные определения скрытых субтитров, и следующий слайд будет говорить о субтитрах для глухих и слабослышащих, SDH, говорят о том, что это, я вернусь сейчас назад, да, то есть здесь у нас аудиосодержание телевизионных передач, да, в определении. Аудиосодержание подразумевает, что записываются диалоги, монологи, закадровый голос, но пока в этом определении не говорится о том, что надо обозначать, ну, скажем так, содержательно значимые звуки, например, вскрики или звуки, которые могут человека напугать, это какой-нибудь скрежет металла, взрыв, свист, завывание, там, звонок телефона, открытая дверь, да, скрип открывающейся двери и так далее. Это сразу уже заложено в определении closed captions. Да, или captions, как их часто называют, да, то, вот, что дало нам аббревиатуру CC. Здесь прописано, что они прописывают как диалог, так и всю соответствующую аудиоинформацию, да, relevant audio. И прописано, что они помогают людям, у которых есть ограничения по слуху, понимать те звуки, которые включают в том числе
звуковые эффекты, обозначение персонажей, да, вот это speaker IDs, ну и другие неречевые элементы, да, или там невербальные элементы при необходимости. Похожим образом выглядит определение SDH, Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Они включают информацию как скрытых субтитров, так и субтитров обычных, которые записывают, да, ну, те субтитры, которые мы привыкли там, видеть, когда смотрим на OTT-платформе, да, на стриминговой платформе какой-нибудь сериал в переводе. Мы видим речь персонажей в немножко, скажем так, адаптированном виде, чтобы она поместилась в эти 2 строчки субтитра. Да? Ну, например, если фильм был создан там, на корейском, к примеру, языке, да, или на английском, или, в принципе, если мы изучаем иностранный язык, там, французский, к примеру, и мы на слух не очень бодро воспринимаем информацию, мы включаем себе субтитры и облегчаем себе жизнь. Да? Но мы слушаем диалоги, потому что все остальные звуки нам вполне доступны и понятны. Вот SDH, получается, они объединяют субтитры как таковые и субтитры скрытые, которые должны дополнять еще информацию для людей с ограничением по слуху. То есть они включают как диалоги, так и все, что не относится к речи. Да, все, что важно, чтобы определить, кто это сказал, что произошло, да, какой звук звучал. Ну а самое главное различие между Closed Captions и SDH на самом деле заключается в технических характеристиках. Closed Captions теоретически считается телетекстом и передается по одним типам каналов информации, я имею в виду уже технической. Да? SDH передаются, например, с применением технологии HDMI и кодируются немного другим образом. Вот 2 примера на нижнем фото, да, на нижнем скриншоте, давайте так скажем. У нас здесь только так называемые closed captions. Да? Притом, если вы изучали субтитрирование или интересовались хотя бы субтитрированием, вы увидите, что отличаются эти 2 строчки шрифтом. Верхняя строчка курсивом, нижняя строчка обычным шрифтом написана, потому что вот там, где написано screams, она у нас в кадре, поэтому написано обычным шрифтом. Верхняя строчка door opens написана курсивом, потому что это все происходит за кадром. Да? В субтитрах то, что происходит за кадром, обозначается курсивом. И тут у нас с вами нет ни диалога, никакой речи, но тем не менее субтитры для глухих и слабослышащих представляют информацию, которая нам важна. Да? Если мы хотя бы видим, что она открыла рот, видимо, кричит, то, что открылась дверь, мы не знаем, если мы не слышим происходящего. Ну, а на верхнем скриншоте вы видите, как скрытый субтитр, что у нас R2-D2 радостно пикает, наверное, да, бипс, и что-то еще и говорит. Да, здесь у нас получается, собственно, субтитр объединен со скрытым субтитром. Вот таким вот образом обеспечивается доступность для людей с ограничениями по слуху. На самом деле, если говорить, так, широко о такого рода субтитрах, они нам очень могут пригодиться даже тогда, когда у нас нет ограничений по слуху. В частности, если вы летите в самолете, где довольно громко звучат турбины, да, если вы близко к двигателю, скажем так, сидите, то при просмотре там, любимого сериала, если у вас длинный перелет, вы вполне можете себе включить субтитры для того, чтобы не пропустить какую-то недостающую информацию. Да? Я знаю, что были исследования, которые говорили, что многие люди, наверное, для студентов это очень знакомо, многие смотрят видео, да, не включая звук, а просто считывая с экрана субтитры, в том числе и скрытые субтитры, чтобы понимать, что происходит. Например, если вы там, не знаю, в транспорте едете, не хотите включать наушники, на лекции сидите и хотите посмотреть какой-то ролик. Я видела исследование относительно одной из соцсетей, которая сейчас не так широко распространена в Российской Федерации, что многие люди там ролики смотрят именно с субтитрами, чтобы не включать звук. То есть звук отключен автоматически, и они просто смотрят то, что появляется на экране в виде субтитров. То есть получается, что нашей потенциальной аудиторией могут быть не только люди с ограничениями, но и люди без всякого рода ограничений, но которые попали, скажем так, в определенную ситуацию, где им будет удобен такой вариант представления информации. А на самом деле, конечно, в первую очередь все это создается для тех,
кто информацию в полной мере получить не может по совершенно понятным, скажем так, физиологическим причинам. Притом соотношение людей с плохим слухом и соотношение людей с плохим зрением, ну, я имею в виду с ограничением по слуху, по зрению, людей с ограничением по слуху в мире гораздо больше, чем тех, кто имеет разного рода ограничения по зрению. Как это не печально. Да? То есть аудиальный мир недоступен очень большому количеству людей. Там порядка 300 миллионов, наверное, если я не ошибаюсь. Если не больше. Это официальные только данные, которые предоставляет ВОЗ. Едем дальше. В России некоторое время назад появилась так называемая программа «Доступная среда». Я думаю, что все вы сталкивались с ней в какой-то мере. Она касается как физической доступности к разного рода объектам, в частности, вот эти пандусы, да, которые мы знаем, не всегда работают так, как надо, или тактильная плитка у входа, или там брайлевский шрифт, и так далее. Да? Есть там звуковые светофоры, есть какие-то световые обозначения. В рамках вот этой программы «Доступная среда», которая сначала создавалась до 2025 года, потом, если я не ошибаюсь, она продлилась, ее решили продлить на более долгий срок, было принято решение обеспечивать скрытым субтитрированием основные каналы, которые входят в так называемый первый мультиплекс. Да? Вот эти каналы я привела здесь, если будет интересно тем, кто пришел сегодня на вебинар или тем, кто потом к нему присоединится. И если, опять же, технические характеристики вашего телевизора позволяют, вы можете включить эти каналы и включить на них скрытое субтитрирование, посмотреть, каким образом это выглядит. Единственное, что я сразу оговорюсь, что, конечно же, не весь контент полностью отсубтитрирован на этих каналах. Как правило, это определенный процент передач, там от 5% всего экранного времени у кого-то до 20%, которые в обязательном порядке они должны предоставить. Да? То есть есть определенные цифры, которые нужно соблюдать. В принципе, можно попробовать, например, на канале «Культура», где довольно много повторяющегося контента, можно попробовать что-нибудь посмотреть со скрытыми субтитрами. Еще один вариант обеспечения доступности для людей с ограничениями по слуху – это сурдоперевод. Сурдоперевод связан с жестовым языком. Сразу оговорюсь, очень многие говорят язык жестов. Язык жестов – это неправильно. Язык жестов – это когда мы друг другу какие-то сигналы с вами передаем, да, не пользуясь никаким языком, а просто жестами, да, там, подмигнуть, махнуть, поприветствовать, показать палец вверх, еще что-нибудь. Это все язык жестов. Язык настоящий, который используется для сурдоперевода и для общения между людьми с ограничением по слуху, называется жестовый язык. Жестовые языки бывают разные. Кто помнит свои лекции по языкознанию, если обучались на лингвистике, вы изучали разные языковые семьи. Вот у жестовых языков тоже есть разные языковые семьи. Они развивались из одной семьи, да, там добавляя что-то. Они есть, скажем, не в каждой стране, да, но во многих странах свои. Некоторые из них были признаны в 2020 году, например, да, то есть, скажем так, официально, да, признаны жестовым языком такого-то государства. Русский жестовый язык относится к французской семье жестовых языков. Для русского жестового языка есть тоже ГОСТ, который также был создан в 2017 году. И этот ГОСТ тоже прописывает, каким образом стоит предоставлять сурдоперевод для людей с ограничением по слуху. Это самый настоящий перевод. Перевод межсемиотический или интерсемиотический. Да, по Якобсону, если говорить о 3 видах перевода, то все эти виды доступности являются переводом. Да? Мы с вами, как переводчики, присутствующие здесь, я имею в виду сегодня, мы занимаемся действительно переводом, когда осуществляем передачу какой-то информации там, посредством жестового языка или посредством скрытых субтитров. Мы из одной семиотической системы переносим в другую семиотическую систему, скажем так. Да? Поэтому это
интерсемиотический перевод, да, межсемиотический перевод. Услуги по переводу для инвалидов по слуху. ГОСТ легко ищется в любой поисковой системе. Если интересно, можно посмотреть, погуглить, почитать, что он из себя представляет. Но, как и любой другой ГОСТ, он представляет ссылки на разного рода государственные документы, определения и некоторые, ну, скажем так, характеристики, которым должны соответствовать правильно выполненные переводы на русский жестовый язык. Тут сразу возникает вопрос, как быть, если, например, готовится сурдоперевод для фильма, ну, на фестиваль, например, да, на зарубежный, там, на международный какой-нибудь. В зависимости от того, какой язык будет официальным языком фестиваля, да, вы будете использовать, например, там, русский жестовый язык, французский жестовый язык и так далее. Есть международный жестовый язык. Я, если честно, не очень много знаю людей, которые им хорошо владеют. У жестового языка своя грамматика, своя семантика, то есть это действительно полноценный язык. Ну вот, чтобы было у вас относительное представление, чуть попозже я покажу карту распределения этих жестовых языков. Но здесь нам говорят в определении из ГОСТа, что это самостоятельная, существенно отличающаяся от словесных языков система, да, которая обладает своей своеобразной лексикой, грамматикой, да, они своеобразны по структуре. У них разные способы выражения смыслов и отношений между смыслами. У них разные стилистические средства, и вы можете даже погуглить, есть в том числе, например, в некоторых жестовых языках и нецензурная лексика, к примеру. Да? Любой язык всегда развивается до определенного момента, когда в нем появляется нецензурная лексика. Жестовый язык не исключение. Вот таким вот образом, к сожалению, не очень качественная эта карта, но мне хотелось, чтобы вы посмотрели на разнообразие цветов. Цветами обозначены разные языковые семьи. По разным данным считается, что в мире порядка 121 жестового языка зафиксировано, да, официально. Цифры варьируются в зависимости от статуса языка, но в среднем давайте будем говорить про 120 языков. И если вы посмотрите на самый широко представленный цвет, это жестовый язык французской семьи жестовых языков, то он как в США представлен, так и в России, в части Африки, да, острова некоторые туда относятся и так далее. Да? Светло-розовым, кстати, вот на этой карте мне очень нравится такое обозначение, как possible members of French Sign Family. Да? Тоже такой интересный элемент. В общем, карты эти разные. Есть такие же карты, где показано, когда язык был признан, когда он официально стал использоваться в каком-то государстве. Есть немецкая, да, такая германская языковая семья. И в отличие, например, от германских вербальных языков, да, германский жестовый представлен не широко. Вот у нас там German language, да, ну и так далее. Я думаю, что, в принципе, здесь, наверное, не очень легко читается, но, в принципе, в интернете все эти карты легко найти. Как выглядит сурдоперевод фильма на жестовый язык, к сожалению, не очень легко посмотреть. Чаще всего встречается сурдоперевод разного рода документальных передач или передач, проходящих в режиме реального времени. Это новости, это какие-то официальные мероприятия, и я не знаю, ну, каждый из вас, наверное, видел, это будет окошко на экране, и слева чаще всего, в левой нижней части экрана будет человек, который на жестовом языке, да, видно его обычно по пояс где-то, да, должны быть видны руки, плечи, голова хорошо, который на жестовом языке передает содержание всего того, что говорится. Тут тоже есть определенные ограничения, потому что жестовый язык доступен людям, которые его специально учили. Это значит те, кто потеряли слух с рождения, да, или родились без слуха, или те, кто потеряли слух в детстве и, соответственно, обучались либо в специальной школе, занимающейся подготовкой людей с ограничением по слуху, либо намеренно его изучали. Если человек потерял слух во взрослом возрасте или, как это не печально бывает, в пожилом возрасте, заставить себя изучать еще один новый язык, когда ты и так испытываешь определенный когнитивный дискомфорт, наверное, не каждый согласится. Вот именно поэтому сурдоперевод
это не всеобъемлющее средство обеспечения доступности для людей с ограничением по слуху. В этом плане субтитры выигрывают. Они доступны тем, кто умеет читать. Но в то же время жестовый язык, например, доступен детям. Некоторые компании снимают, ну, вернее, как делают сурдоперевод к своим фильмам. Вот такой, ну, скажем так, решение, да, акт доброй воли, скажем так. Немного это странно может выглядеть. К сожалению, я не нашла вот хорошего примера, чтобы вам показать на хорошем фильме, там, всем хорошо знакомым. Чаще там в YouTube, например, да, вы встретите что-нибудь любительское, но все равно, просто вот чтобы вы себе представили, да, вот у вас экран, на котором киноповествование разворачивается, да, у вас там герои куда-то бегут или наоборот обнимаются и мирятся. И слева рядом с этими героями в костюмах XVIII века, например, появляется там женщина в черной футболочке, да, и начинает руками что-то обозначать. Отвлекает довольно сильно. Но так же, как и субтитры, порой отвлекают от восприятия визуального канала, да, того, что показывают на экране. Но если интересно, как это выглядит, если, например, по какой-то причине не видели никогда, можно просто набрать в YouTube, к примеру, фильм с сурдопереводом. Ну, вот из таких из интересных вариантов там есть фильм «Поллианна», который предоставлен сурдопереводом, правда, не целиком, к сожалению. Сурдоперевод не целиком. Фильм целиком, а сурдоперевод не целиком. Это те способы, которые обеспечивают доступность для людей с ограничениями по слуху. Еще раз повторю, аудиальная информация составляет большую часть аудиовизуального произведения и важную часть, естественно, аудиовизуального произведения, но не такую большую в процентном соотношении, как информация визуальная. Аудиальная информация компенсируется очень часто визуальным рядом, тем, что мы видим на экране. И вот поэтому, да, особую важность приобретает адаптация кино для людей, у которых определенного рода ограничения по зрению. Те, у кого ограничения по зрению, нуждаются в услуге, которая в России называется тифлокомментирование. А в «Новом госте», который появился в 2021 году, был предыдущий год, до 16 или 17, в свежем, вот таком вот недавно принятом, даже четко прописывается, что термин тифлокомментирование предпочтительнее по отношению, например, к аудиодескрипции. Но мы сегодня поговорим и о том, и о том. Что такое тифлокомментирование? Это краткое, да, или как красиво звучит в определении, лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны. Опять же, ГОСТ оперирует термином слепому, я буду говорить незрячему. Незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений. На самом деле, если каждый из вас посмотрит по сторонам на окружающий мир, даже вот сейчас во время этого вебинара, вы поймете, что обязательно большая часть происходящего вокруг требует какой-то компенсации в виде лаконичного описания того, что происходит рядом, да, какого-то словесного пояснения. Определение тифлокомментирования, да, вот в ГОСТе, который был создан в 2021, принят в 2022 году, да, весной, зимой, сразу прописано, что тифлокомментирование более широкое по смыслу понятие, чем аудиодескрипция. Почему? Как поясняет автор этого документа, тифлокомментирование подразумевает использование не только звукового тифлокомментария, но и письменного, печатного, выполненного на бумаге, выполненного в интернете. И даже есть такая приписка, что авторским правом Российской Федерации термин тифлокомментирование является приоритетным по отношению к термину аудиодескрипция, так как считается более точным. Тут, скажем так, со многим можно согласиться в этом, но, может быть, с небольшой оговоркой, что аудиодескрипция тоже не обязательно записанный звук. Да? Аудиодескрипция, в зависимости от того, в каком виде она представляется, мы с вами посмотрим на разные примеры, это тоже может быть и письменный, и печатный текст, который потом считывается программами экранного чтения. То есть тут, ну, как бы борьба за название термина на самом деле не так важна, как сама услуга.
Что касается аудиодескрипции, она довольно широко развита на Западе, да и на Востоке тоже, но на Западе очень активно развивается и, можно сказать, уже, в принципе, хорошо развита. Кто пользовался сервисом Netflix, мог, в принципе, к большинству современных сериалов, там, документальных сериалов, к большинству контента, представленного на Netflix, мог себе включить канал с аудиодескрипцией и слушать вот это лаконичное описание. А на Западе очень много исследований аудиодескрипции, и вот на слайде, который сейчас перед вами, представлено несколько из того множества определений, которые описывают, что такое аудиодескрипция. Если вы на них посмотрите, вы поймете, что да все они, собственно говоря, так же и как тифлокомментирование, об одном и том же, только разными словами. Это все услуга или там что-то для людей с ограничением по зрению. Это некоторое повествование, которое описывает визуальные элементы. Да? В разных определениях указываются разный контент, который можно описывать, и мы сейчас поговорим о том, что вообще подлежит описанию. Мне нравится последнее определение, приведенное внизу. Это услуга, которая делает аудиовизуальную продукцию доступной и воспринимаемые с удовольствием. Воспринимаемые с удовольствием – это моя калька из названия enjoyable. Да? Для людей тотально незрячих и лиц с ограничением по зрению. Она передает образы и звуки, не подлежащие пониманию, без визуального восприятия. Передает их в словесном повествовании, и это словесное повествование должно, естественно, взаимодействовать с диалогами в фильме, со звуками исходного текста, и вместе с этими звуками и диалогами формировать единое целое пространство фильма. Я сейчас немножко вас отвлеку от длинной лекции и приглашу вас послушать, я поэтому остановлю сейчас совместное использование на какое-то время, и попрошу вас послушать, кто-то, может быть, знает из присутствующих, ну, попробуем, да, а ответ можно будет дать голосом или можно будет написать в чате. Послушать кусочек из одного из фильмов и понять, что происходит там. Да? Вот такое у нас с вами получится условно восприятие фильма без видео. Так, сейчас мы посмотрим. Да, открывается ссылка. Пошел звук, я надеюсь, да? Нет, звук не слышно почему-то, к сожалению. Елена Владиславовна. Да, сейчас будем со звуком решать. Надо поделиться звуком, наверное. Мы не видим и видео. А видео вы не должны. По задумке должны. Все понятно. Вы должны. Так, я попробую сейчас, конечно, демонстрацию экрана поделиться звуком. Так, совместный доступ к звуку сделаю, да? Угу. Так, ну, попробуем вот так вот. Ну, давайте попробуем вот так. Сейчас вы, конечно, наверное, увидите часть моего экрана, да? Да. Да. Ну, буду прятать от вас. Включу и спрячу. Не включила. Ну, давайте так. Оп. Угу.
Ну, тут 4-минутный ролик, но я позволю себе его остановить сейчас, да, и вернусь к демонстрации презентации, а вы можете пока в чате или голосом сказать, что вы услышали, да, то есть диалога не было, монолога тоже не было. Ну, мы слышали мяуканье. Угу. Птичек, мяуканье. Ну, то есть какие-то звуки природы. Такое впечатление Угу. сложилось. Угу. Так, Александр Александрович у нас активнее всех. Ну, кто-нибудь, кто мониторит чат тогда, да, раз я включила уже демонстрацию экрана, или голосом включите, скажите, что еще было? Мяуканье. Все Шум стесняется. моря какой-то, вот что-то такое, воды или леса. Море, вода. Детские какие-то голоса, мне кажется. Ну, не детские, а что-то вот, какие-то такие звуки. Ну, что-то, да, какие-то звуки, в общем, человек какой-то был, да? Человек, Как будто- по-моему, дважды сказал «dad». Ну, что-то вроде, да. В общем, была какая-то фраза. Хорошо. А что еще там вот про звуки природы, если? Крылья, хлопанье птиц было. Угу. Показалось, что был звук лошадиных копыт. Вот, тоже интересно. Ну, я очень люблю этот ролик приводить в качестве примера, потому что когда я сама на курсах училась, и нам Джоэл Снайдер, основатель, скажем так, американской школы аудиодескрипции, включил этот ролик, он же его и описывал. Он нам предложил его прослушать целиком, мы составили вот свое впечатление, в парах обсудили, рассказали, что мы там представили себе, да, вот такое восприятие без зрения, по звукам только, да, вот что доступно незрячему человеку. И у нас были совершенно разные впечатления от там попытки закопать труп на берегу моря, да, кто-то же слышал море, до гравия, вот тоже был и топот копыт и так далее, и так далее. Только несколько человек правильно поняли, что происходило на экране. Я сейчас включу, притом включу уже видео вместе с аудиодескрипцией, озвученной самим Джоэлом, для того, чтобы вы поняли, насколько важно вот доступность для незрячих обеспечивать. Потому что если смотреть на современные, да не только на современные, на большинство аудиовизуальных произведений, невозможно практически понимать некоторые произведения, если нет описания. Я знаю, что некоторые незрячие очень часто говорят, что вот, например, там, такой-то фильм мне вообще непонятен. Да? Ну, потому что там флешбеки постоянные, да, непонятно, где он там молодой, где старый, один тот же голос у актера, да, особенно если загримирован актер, вот тут он, там прошло 20 лет, да, что происходит в этом киноповествовании, неясно совершенно. Ну вот сейчас мы с вами посмотрим уже описанный ролик. Сейчас я включу его на полный экран. Видно? Muhammad kneels and taps his hands through the thick round cover of brown curled leaves. A scrawny nestling struggles on the ground near Muhammad's hand. His palm hovers above the baby bird. He lays his hand lightly over the tiny creature. Smiling, Muhammad curls his fingers around the chick and scoops it into his hands. He stands and strokes its nearly featherless head with a fingertip. Muhammad starts as the bird nips his finger. He taps his finger on the chick's gaping beak. He tilts it. Так, у нас что-то появилось в чате. Видео не видно, да? Видео нет. Угу. Так, надо было раньше меня остановить. Сейчас, секундочку. Сейчас поделимся видео. Видите, когда Zoom решает обновиться, сейчас я остановлю на секундочку. Обидно. Мы, конечно, можем послушать. Звук-то шел? Да, звук был, вот мы не стали прерывать, потому что тоже интересно посмотреть аудиодескрипцию, да, вот это Да, вот комментирование без видео. Угу. Вообще странно, обычно послушать. видео идет. Ну, давайте дослушаем тогда хотя бы, хорошо? Я поделюсь. Нужно, наверное, поделиться экраном, выбрать другое приложение. Дело в том, что он мне не дает оптимизировать для видео. Вот в чем дело. Я дала доступ к звуку, но почему-то он мне не позволяет, вот моно-стереозвук, а с видео он мне не дает ничего сделать. Вот странно. Давайте попробуем еще раз. Давайте я поделюсь экраном вот в таком формате, да, и открою просто у себя браузер вот так. Видно YouTube?
Да, сейчас видно. Теперь видно. Тогда давайте, включим уже с паузы. Видите, когда он из презентации, он не дает нам перейти в YouTube. Так, сюда и сюда. His head back, then drops it forward. Muhammad tips the chick into his front shirt pocket. Wrapping his legs and arms around a tree trunk, Muhammad climbs. He latches onto a tangle of thin upper branches. His legs flail for a foothold. Muhammad stretches an arm between a fork in the trunk of the tree and wedges in his head and shoulder. His shoes slip on the rough bark. He wraps his legs around the lower trunk, then uses his arms to pull himself higher. He rises into thicker foliage and holds onto tangles of smaller branches. Gaining his footing, Muhammad stands upright and cocks his head to one side. An adult bird flies from a nearby branch. Muhammad extends his open hand. He touches a branch and runs his fingers over wide green leaves. He pats his hand down the length of the branch. His fingers trace the smooth bark of the upper branches, search the network of connecting tree limbs, and discover their joints. Above his head, Muhammad's fingers find a dense mass of woven twigs, a bird's nest. Smiling, he removes the chick from his shirt pocket and drops it gently into the nest beside another fledgling. He rubs the top of the chick's head with his index finger. Muhammad wiggles his finger like a worm and taps the chick's open beak. Smiling, he slowly lowers his hand. Так, вернемся теперь к презентации опять. Будем прыгать между экранами, что делать? Теперь, я надеюсь, видна презентация. Таким образом делается описание. Да? Описание тех звуков, которые непонятны в киноповествовании человеку незрячему. Там чуть-чуть у нас позже начался ролик, он еще камнем отгонял кошку. Да, кошку, которая, понятно, претендовала на этого птенчика. Фильм о незрячем мальчике, фильм довольно старый, называется Color of Paradise. В принципе, очень интересный с точки зрения восприятия, и, естественно, с точки зрения аудиодескрипции. Вот таким образом приблизительно выглядит описание для незрячих. Описывается все то, что недоступно без зрения. При этом у фильмов, которые насыщены диалогами или монологами, есть такое, скажем так, техническое ограничение, потому что вот в паузы между диалогами нужно умудриться вставить описание. Помимо этого, помимо того, что в фильме есть диалоги, есть же еще содержательные очень значимые звуки. Даже вот в этом ролике видно было, что важно было, что там мяукнула эта кошка. Ее мяуканье нельзя было закрыть описанием. Важно было, чтобы успел там почирикать этот птенчик. И звуки ботинок об кору дерева тоже важно было дать услышать зрителю. И, кстати, помимо титров с самим описанием, вы, наверное, видели, в квадратных скобочках были представлены и скрытые субтитры, обозначающие важные звуки, которые нужно было понять людям с ограничением по слуху. То есть у нас такой, получается, здесь всесторонне доступный ролик был. Продолжаем. Так, у меня спряталась мышка. Продолжаем. Помимо того, что есть большое количество людей с ограничениями по зрению, есть так называемая вторичная целевая аудитория. И вот, наверное, самое главное отличие между подходом, который рассматривается в российском тифлокомментировании и прописан в ГОСТе российского тифлокомментирования, и теми подходами, которые описаны в стандартах разных зарубежных стран, там, в частности, во Франции, в Германии, в Великобритании, у нас тифлокомментирование, считается, создается только для людей незрячих. То есть, скажем так, исключает их, да, создает их в отдельную общность. Да. А в то время как стандарты зарубежные включают вторичную целевую аудиторию. А вторичная целевая аудитория довольно широкая, и некоторые из вас, может быть, найдут себя
среди вот перечисленных представителей? Ну, во-первых, это люди пожилые, которые просто в силу возрастных особенностей не могут быстро обрабатывать визуальную информацию. И поэтому для облегчения понимания аудиовизуальных произведений им аудиодескрипция тоже может быть вполне полезна. Не так давно исследователи обнаружили, что люди с расстройствами аутистического спектра тоже получают много полезного от аудиодескрипции, потому что им описание тоже помогает понимать содержание, особенно эмоциональное. Описание эксплицирует эмоции, эксплицирует некоторые содержания, которые таким людям недоступны. А вот я себя отношу к третьей категории. Это те, которые намеренно не смотрят на экран, когда якобы смотрят аудиовизуальные произведения. Ну, например, гладят белье в это время, там, моют посуду, занимаются другими делами, собирают детей в школу, выходят там на пробежку и пытаются посмотреть там новую серию какого-нибудь любимого сериала, да, или там пересмотреть какой-нибудь сериал. И так далее, и так далее. Считается, что соотношение вот таких людей, вот этой третьей группы, где-то 4 к 10, мне даже кажется, что порой больше. Мы часто включаем там телевизор фоном и занимаемся совершенно другими делами. Ну и еще довольно много пользы аудиодескрипция приносит учащимся, которые могут использовать это описание для того, чтобы разобраться с какими-то сложными элементами материала. Вообще, на самом деле, есть еще такая интересная целевая аудитория, так как у нас сегодня вебинар идет с синхронным переводом, аудиодескрипция очень хороша для подготовки синхронных переводчиков. Но аудиодескрипция, которая, естественно, без подготовки делается, да, так называемая горячая. Вот о разных видах описания мы с вами сейчас и поговорим. Ну, суммируем то, что описать можно все, помимо фильмов, да, это все статическое, любые картины, открытки, это театральные постановки, это разного рода мероприятия, это экспозиции и, естественно, компьютерные игры и летсплеи, которые, кстати, тоже пользуются спросом среди незрячих. Есть, если смотреть на все описания, которые существуют, ну, понятно, не на все, которые существуют в мире, да, но если так проанализировать существующие описания, можно прийти к выводу, что есть такие две базовые стратегии. Это либо тифлокомментатор становится сорассказчиком всего произведения, то есть он как бы просто заполняет пробелы, поясняя недостающую информацию. Либо он может стать, ну, собственно, практически рассказчиком этого произведения, да, этого содержания. То есть он объединяет в своем описании все аудиовизуальное произведение. То есть в свое повествование он как бы включает диалоги и звуковую дорожку. И в последнее время таких описаний появляется все больше и больше, в зависимости, например, там, от того жанра, к которому относится фильм. Делится все это описание тифлокомментирования или аудиодескрипции на два больших типа, да, или на две большие группы. Подготовленные и так называемые неподготовленные или горячие. Подготовленные – это когда у нас было время подготовиться, посмотреть контент, изучить его, я не знаю, там, сделать какие-то пометки, записи, написать сценарий, да. Притом даже у театральных постановок бывает возможность посмотреть, например, генеральную репетицию. И подготовленное описание делится тоже на две группы. Это прямое и автоматическое. Автоматическое – это то, что записано, да, то, что в качестве дорожки предоставлено к аудиовизуальному произведению. Ну, в частности, вот наш пример, этот ролик с кошкой, птенчиком и мальчиком, это автоматическая аудиодескрипция, подготовленная автоматическая аудиодескрипция. Аудиодескриптор посмотрел фильм, сделал скрипт, составил сценарий, проверил сценарий, записал его, эту дорожку наложили на дорожку фильма. Прямое подготовленное чаще всего вы увидите, например, в театре. Но на самом деле довольно часто прямое подготовленное там, тифлокомментирование или прямая подготовленная аудиодескрипция встречается на кинофестивале, допустим, где не было времени подготовить к... Ну, если мы говорим о кино именно, да, не было времени к фильму подготовить сценарий, да, не было возможности, это был конкурсный фильм, который не дали команде тифлокомментаторов в работу. Вот тогда при там каком-нибудь просмотре за час до показа, да, тифлокомментаторы описывают тоже его вот подготовленно
но прямо, без записи, да, то есть это звучит, как правило, кабина для прямого подготовленного тифлокомментирования похожа на синхронную кабину. У тифлокомментатора или аудиодескриптора наушники, микрофон, как у синхрониста. У тех, кто слушает описание, вот эти вот передатчики, да, такие, ну, радиогиды, скажем так, да, как на экскурсиях, как у тех, кто слушает синхронный перевод, они подключаются к нужному каналу и слушают описание. Ну, а что касается горячего тифлокомментирования или горячего описания, это, естественно, не подготовленное. Это все, что касается всего там, в прямом эфире, скажем так, происходящего. Спортивные матчи описываются таким образом. Естественно, там ничего не записывается, никакие дорожки не готовятся дополнительные. Это показы мод, кстати, комментируются очень часто таким образом. Цирковые представления буквально, я не знаю, несколько месяцев назад в России стали активно вводить тифлокомментирование цирковых представлений. То есть, вы представляете, людям с ограничениями по зрению на протяжении такого долгого периода, вот до недавнего времени, вообще был недоступен цирк. Потому что без описания, как вы знаете, в цирке непонятно ничего. Вот недавно стали такое вводить. Спортивные матчи описывают какие-нибудь значимые события, мероприятия, ну и много-много другого. Но горячее прямое описание имеет место и на кинофестивалях, на которых не было возможности или было принято решение не отдавать фильм в работу по подготовке автоматического или прямого подготовленного тифлокомментария. Каким образом это все делается? Да, собственно, так же, как и мы готовимся к переводу. Мы знакомимся с видео, да, ну или там изображением объекта, но мы говорим о кино, поэтому мы знакомимся с фильмом, мы его смотрим в качестве зрителя, готовим заметки. Я могу сказать, что у меня ни разу не было ни одного видеоконтента, ради которого мне не пришлось бы лезть в какие-нибудь энциклопедии и узнавать, как что-то называется. Обязательно найдется какой-нибудь элемент, даже из повседневной нашей жизни, который я не знаю, как правильно описать или как правильно назвать. Да, вот я его воспринимаю, мне все понятно, но как это правильно назвать, приходится искать в словарях, в Википедии, у специалистов, у экспертов. Чем больше у переводчика друзей, тем лучше, да, из разных отраслей знаний. Мы знакомимся с предметной областью, с дополнительным материалом и начинаем уже готовить сценарий. Сценарий пишется по определенным правилам. Обязательными элементами в аудиовизуальном произведении будут люди, места, действия, объекты, да, которые там же на экране появляются, и обязательно источники звуков. Потому что в противном случае непонятно, да, источник звуков зачем-то вносится в сценарий аудиовизуального произведения, и, естественно, мы его должны пояснять. Описывать это все надо объективно, не внося ни цензуру от себя, ни субъективного восприятия, ну, относительно там красивый, некрасивый, страшный, ну и так далее. Да? Описывается кратко, но это заложено, собственно, самим определением, что описание должно быть краткое, потому что должно попасть в паузы между диалогами. И описывается, исходя из того, какого рода аудиовизуальное произведение мы описываем. Ну, в частности, какой материал мы описываем. Ну, например, если это мультфильм, то, конечно, мы выберем тот язык, который будет понятен детям. Притом вы понимаете, что дети тоже, да, бывают разного возраста. Это может быть мультфильм для ребят там, 3-6 лет. Это может быть мультфильм для просмотра всей семьей. Сейчас довольно много таких мультфильмов делают. Да? И это тоже должен учитывать тифлокомментатор или аудиодескриптор, который готовит сценарий. Есть четкие, скажем так, грамматические, да, правила, как это делать. Описание в настоящем времени, ну, это такая базовая вещь из повествования, да, из сторителлинга. В настоящем времени мы говорим все то, где мы хотим своего слушателя погрузить в это повествование, именно поэтому описание делается в настоящем времени. Мы стараемся вводить именно собственные местоимения, которые помогут незрячему человеку понять, кто это говорит или кто выполняет определенные действия. При этом, ну, скажем так, если мы уж каким-то образом назвали этого человека, да, дали ему имя собственное или определили местоимением там, он или она, то мы должны учитывать, что если у нас там 3 человека, которые могут стать он, нам надо как-то решить, как их разграничить между собой. Или если это у нас был Иван Петрович, то не надо его переименовывать в Ваню в следующих 3 минутах повествования.
Мы используем разнообразие прилагательных. Естественно, мы предпочитаем качественные прилагательные, которые описывают размер, вес, другие характеристики, но ни в коей мере не оценку персонажа или действия. А глаголы дополняются, естественно, всем тем разнообразием наречий, которое позволяет язык описания. Ну, в нашем варианте, в принципе, в русском языке их довольно много. На самом деле, аудиодескрипция, тифлокомментирование такая, если говорить не как о науке, такая интересная наука, которая впитывает в себя достижения других наук или других отраслей знания. Ну, в частности, в основе описания человека лежит словесный портрет из криминалистики, да, вот база. В основе описания движений для сценария аудиодескрипции лежит, к примеру, методика Лабана, которая была разработана для подготовки балетных танцоров. Ну и так далее, и так далее. Да? То есть наука это довольно молодая, да и практика довольно молодая, и она заимствует из других более развитых практик, скажем так, наилучшие наработки. Обязательный элемент. Естественно, делать что-то без незрячих, для незрячих, мне кажется, это нонсенс. Естественно, сценарий должен быть согласован с незрячими специалистами. Не просто с незрячим специалистом, обратите внимание, а с незрячими. В идеале это человека 3-4, которые будут иметь разную половую принадлежность. И желательно, чтобы они были разного возраста. Потому что все мы разные, восприятие у них разное. Именно поэтому хорошо, когда оценивать сценарий будет группа экспертов. Они оценивают материал с точки зрения восприятия и проверяют уже сам сценарий. Да? То есть они оценивают исходный материал с точки зрения восприятия и сценарий описания тоже с точки зрения восприятия, насколько это перегружены деталями может оказаться. Да? Может, какие-то важные элементы становятся совершенно непонятны, а они в сценарии опущены. И, возможно, лучше пожертвовать каким-то элементом, который в сценарии есть, но внести то, что требует там эксперт. Да? Это вполне логично. Мы не можем точно предположить, обладая зрением, чего не хватит незрячему в этом аудиовизуальном произведении. Вся информация, которая вообще появляется на экране, которая подлежит описанию, делится на 4 базовых типа. Да? Это люди, места, время и действия. Притом, что касается людей, здесь довольно много, да, всего можно сюда внести. Это и персонажи, их одежда и стиль, это язык тела этих персонажей, их физические данные, их возраст и, в принципе, очень часто выражение лица. Притом, вот эта информация, которая здесь прописана, очень часто может использоваться как так называемый идентификатор для героя произведения аудиовизуального на протяжении, например, целой серии сериала. Да? Потому что само киноповествование, например, не предполагает, что вы до конца фильма узнаете, как зовут этого персонажа. И вы не хотите портить просмотр человеку незрячему тем, что вы сразу спойлер заявите, да, назовете, кто это, да, или там что-нибудь расскажете из того, что не предполагается по сценарию ему знать. Поэтому иногда персонаж, допустим, может обозначаться как мужчина в сером пальто, да, или там хмурая женщина, или там человек с определенным возрастом. Те, кому доступен Netflix, например, да, могут посмотреть «Ход королевы», сериал, да, который довольно популярен был, наверное, в прошлом, позапрошлом году, уже не помню, когда он там вышел. И там главная героиня на протяжении всей первой серии называется The Red-Haired Girl, да, то есть у нее ярко-рыжие волосы, она фигурирует там со своими ярко-рыжими волосами. И имя ее, я не помню, когда появляется, но на протяжении всей первой серии, по-моему, оно так и не звучит. Потому что ее описали, когда она возникает в этом киноповествовании, и так и продолжает. Да, contiguity, да, продолжается для зрителя, чтобы было понятно, кто это. Точно так же могут определить что-нибудь там про возраст, да, там, пожилой мужчина. Да, есть 3 персонажа, они отличаются по возрасту, тогда можно их разделить разницей в возрасте. Естественно, очень важна информация, относящаяся к месту, да, которая отвечает на вопрос «где?».
А на вопрос «где» отвечать не только «где» конкретно, про место, да, но и, например, интерьер этого места. Он может меняться. Да? Атмосфера тоже может меняться, может измениться внутреннее убранство. И вот почему-то тут у меня в списке внесено это в конце, надо было на самом деле на первое место поставить смена мест. Смена мест обязательно, потому что если мы с вами посмотрим на аудиовизуальное произведение вообще как на повествование в целом, у нас же бывает так, что, например, музыка, которая сопровождает какие-то действия, может не измениться, а человек уже сменил, скажем так, 3 локации. Да? И человек, не воспринимающий фильм посредством зрения, а именно вот посредством аудиального канала, он не понимает, что он уже сходил там и в собес, и в поликлинику, да, условно говоря. Он для него все еще вот с этой музыкой там, да, находится в том же месте. Кстати, все звуки в фильме делятся на 2 типа, так называемые диегетические и недиегетические. Это все происходит от названия термина диегезис, киноповествование. Ну и, соответственно, раз диегезис, киноповествование, это звуки диегетические, это те, которые относятся к этому повествованию. Ну вот в нашем ролике это была кошка, деревья, шелест травы, птенчик чирикал. А недиегетические – это внесенные в это повествование с какой-то целью, естественно. Да? Ну, это в фильмах ужасов иногда какая-нибудь гнетущая музыка, да, и она играет очень важную роль, на самом деле, во всем повествовании. И иногда так получается, что диегетические звуки переходят в недиегетические. Ну, к примеру, пара, мужчина и женщина, сидят в ресторане и ужинают, и звучит красивая мелодия. Да? И дальше, я не знаю, там, ну пусть они поссорились, разошлись, она возвращается домой, грустно подходит к окну, а мелодия это все еще звучит. То есть вот из диегетической вот этой ресторанной мелодии, сопровождающей просто вот, да, ужин, она превращается в недиегетическую, которая передает ну, там, настроение героини, да, ее воспоминания, там, какое-то ее решение, например, и так далее. Да? Не просто так она сценаристами и операторами туда была добавлена. Это тоже, кстати, стоит учитывать, когда мы описываем, да, какие звуки и насколько они важны в этом конкретном киноповествовании. Смену места обозначать надо обязательно. Естественно, для нас очень важны временные рамки. Да? Нам нужно понимать прошлое, настоящее или будущее. Да? Смену этих временных рамок нужно однозначно понимать. И нужно обозначать время года и время суток, потому что монтаж аудиовизуального произведения, естественно, да, режет времена года и времена суток как угодно. Да? И это тоже надо обозначать, потому что это нам со зрением понятно. Да? Человеку без зрения это нужно пояснять. Ну, естественно, разного рода действия тоже описываются. Действия происходящие. Обязательно нужно описывать все перемещения. И обязательно нужно описывать все видимые, но беззвучные реакции. Потому что вот эти видимые, но беззвучные реакции очень часто представляют собой, на самом деле, ну, наиболее важную часть описания. Да? Потому что человек в удивлении там смотрит, открыв рот, да, или там он замолчал вдруг, нужно понимать, почему он замолчал. Потому что замолчать он может по разным причинам. Да? У нас сменилось действие, и вообще мы теперь смотрим уже не то, что происходит в комнате, а то, что происходит в соседнем штате. Да? Либо человек упал в обморок, и все, он больше не говорит. Да? Либо он испугался, замолчал, зажался в угол, там, например, не закричал. Просто бывает же такой немой страх. Да? Ну и так далее, так далее, так далее. Вот это 4 основные типа информации, которые описываются. Естественно, внести это все в насыщенный диалогами фильм, а если смотреть по конкретным аудиовизуальным произведениям, ну, можно сказать, что современные сериалы, они обычно довольно такие говорливые, да, торопливые и говорливые, там много речи, как правило, у персонажей. Да и фильмы многие действительно насыщены диалогами. Вот это неторопливое кино, где наш герой будет 5 минут задумчиво идти по улице, оно, наверное, осталось где-то там в 70-х еще годах, мне так кажется. Да? Сейчас все такое динамичное и активное. В зависимости от жанра очень сильно отличаться будет одно описание, или я бы так сказала, трудности описания будут очень сильно зависеть от жанра.
Одно дело описывать экшен какой-нибудь, да, боевик, погоню, я не знаю, там, на мотоцикле за преступником. Другое дело описывать, ну, такой какой-нибудь там философский авторский фильм. Каждый конкретный фильм налагает определенные ограничения на того, кто его описывает. Ну и, естественно, каждый конкретный жанр налагает определенного рода ограничения, потому что если это так называемые там, военные драмы, да, военные фильмы, обилие съемок, где много людей, да, где много действий происходит параллельно, да, одновременно в кадре. Вот здесь перед тем, кто готовит описание, встает еще одна очень важная задача приоритетности информации, определить, что здесь важнее. Поэтому получается, что такой киноанализ или анализ аудиовизуального произведения при подготовке описания, да, так же, как и при подготовке субтитров, да, вот при подготовке вообще средства обеспечения доступности для людей с разного рода ограничениями. Это, ну, наиважнейшая обязательная вещь. И здесь нужно понимать, на самом деле, не только то, что мы воспринимаем, да, вот в этом произведении. Нам нужно понимать, ну, скажем так, специфику работы оператора, сценариста, вот всей съемочной группы. Притом, кто, я не знаю, увлекается, например, кино, вы знаете, допустим, что разные режиссеры, да, они по-разному готовят съемки фильма. Кто-то прорисовывает кадры с оператором, например, да, обсуждая, как это будет выглядеть. Кто-то экспериментирует и получает какие-то результаты. Да? И вот этот вот киноязык, здесь уже если говорить о семиотике кино как таковой, да, о морфологии кино, вот киноязык, вот эти элементы, составляющие само произведение, тоже надо уметь анализировать. Поэтому аудиовизуальный переводчик, естественно, в первую очередь должен хорошо научиться видеть всю ту информацию, да, все те смыслы, которые заложены в этом аудиовизуальном произведении. И, соответственно, уже это все ложится в основу не только средств обеспечения доступности, да, не только скрытых субтитров или сурдоперевода, или аудиодескрипции, тифлокомментирования, но также и в любой вид аудиовизуального перевода, дублированный, закадровый, субтитрированный, потому что, да, собственно, как бы любой вид перевода, да, вот во всем многообразии, обеспечивает зрителю возможность получить там некоторое удовольствие от этого произведения, либо получить какую-то информацию от этого произведения, если мы говорим о документальном кино. Кстати, вот такая ремарка, как ни печально, документальное кино в России практически не описано, да, можно сказать, что 0% с хвостиком у нас описаний к документальным фильмам. Мультфильмы с описанием есть, но тоже немного. Мосфильмовская коллекция описана, и ее можно посмотреть на YouTube с тифлокомментариями фильмы. Официальный канал Мосфильма, именно фильмы Мосфильма с тифлокомментариями. Если интересно, можете зайти, посмотреть. Там «Москва слезам не верит», Александр Невский, да, вот такая классика мосфильмовская. Но вот ожидать, например, что современные сериалы вы найдете описанными, ну, пока еще рано. Да? Обязательно описываются и обязательно сопровождаются средствами доступности фильмы, которые официально, или, так скажем, продукты, которые получили официальную поддержку государства. Да? Вот каждый год отбирается контент, который получит на производство поддержку государства. Вот согласно закону все эти продукты должны выходить в свет, скажем, тогда производиться с либо субтитрами для глухих и слабослышащих, либо сурдопереводом, да, но чаще с субтитрами, и обязательно с тифлокомментарием. Это вот такое условие, на которое государство дает поддержку на производство фильмов. Но это касается больше игрового кино, да, то есть фильмов для детей, мультфильмов и художественных фильмов. А если там кто-то из вас интересуется и смотрит то, что вот наше кинопроизводство делает, отбирается не больше там 70, например, фильмов в год для этого, да, там 70, где-то 100, ну, там в зависимости от вот этих подразделов. Но это означает, что в год максимум там 70, 75, 77 фильмов выйдут с описанием. Но учитывая, сколько всего мы с вами смотрим, как зрители, да, обыденные, мы сразу можем представить, сколько люди незрячие или люди с ограничением по слуху теряют.
Ну, я обещала оставить время на вопросы, да, и в качестве завершения я хотела вам прорекламировать наш Дзен-канал компании Альба, где очень много интересного, в частности, есть публикация, посвященная доступности для людей с разного рода ограничениями. Но если интересно и перевод – это либо ваш интерес, да, либо ваша профессия, там много интересного на разные темы. По QR-коду вы можете перейти на наш Дзен-канал. Ну и я выключаю презентацию. Все, кто хотели, наверное, сфотографировать QR, это сделали. И я готова отвечать на вопросы. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Я думаю, что больше такой уникальной возможности задать вопросы по этой теме может не быть, поскольку Елена Владиславовна на самом деле уникальный специалист в России в этой сфере. Таких у нас больше нет. Спасибо, Александр Александрович. Ну, коллеги пока переваривают информацию, наверное, да? Если можно, я задам вопрос. Нужно. Хорошо. Насколько близка профессия тифлокомментатора или создателя субтитров для глухих профессии переводчика? В том смысле, насколько много и глубоко надо доучиваться переводчиком, например, да, с хорошим переводческим образованием для того, чтобы стать хорошим тифлокомментатором или хорошим создателем субтитров для глухих и, соответственно, слабослышащих. Спасибо, Анна Николаевна. Ну, мне кажется, вот переводчикам как раз проще всех доучиться, потому что переводчики учатся всю жизнь. Да? Не бывает такого, что ты выпустился с дипломом переводчика и больше никогда ничего не учишь, да? Там, осваиваем новые темы, новые инструменты, да, мы как-то постоянно учимся. Единственное, что, конечно, стоит дополнительно поучиться анализу кино, хотя есть такие люди, которые просто благодаря своей широкой эрудиции прекрасно это могут самостоятельно сделать, да. Естественно, нужно... Ну, вот самая большая проблема, да, некоторые люди, которые решают заниматься каким-то видом деятельности, думают, да, в принципе, я как бы понимаю, как это делать. Нет, конечно, надо все равно обращаться туда, где этому научат профессионально. Что касается тифлокомментирования, у нас есть там институт Реакомп, например, который официально готовит тифлокомментаторов. У нас стали появляться программы в вузах, которые учат, да, ну, это магистерские программы в большей степени. Вот у нас в ВУЗе, в Омском государственном университете есть программы магистерские по аудиовизуальному переводу и медиадоступности. В МГЛУ, насколько я знаю, по-моему, бакалавриат. Есть курсы, да, я, например, училась в первую очередь как аудиодескриптор, потому что так получилось, что в Европе было проще получать знания, у них больше было открытых курсов, в том числе онлайн. Но ведь есть и стандарты, которые можно изучать. Ну, мне кажется, вообще то, что этой профессией, конечно, должны заниматься переводчики, потому что все те действия, которые должен выполнять тифлокомментатор или субтитровщик, который создает скрытые субтитры для глухих и слабослышащих, все эти действия выполняет каждый добросовестный переводчик. Он получает некоторый заказ, он его анализирует, да, он никогда не приступает к переводу сразу, сел и давай писать, да, или там давай устно переводить. Он сначала анализирует материал, который получил, он готовится дополнительно, да, изучает все, что дополнительно касается этого материала, и уже приступает, собственно, к работе переводческой. Да. И, естественно, обязательные стадии там, редактуры, корректуры, в данной ситуации это экспертная оценка как и скрытых субтитров, так и тифлокомментария. То есть, в принципе, здесь можно подготовиться самостоятельно, лучше бы, конечно, профессионально переподготовиться, но переводчику, мне кажется, это... Ну, а в современном мире вообще, мне кажется, хорошо бы, да, иметь еще такую дополнительную квалификацию. Надеюсь, ответила. Спасибо большое. Да, конечно.
Ну, то есть можно в какой-то степени сказать, что профессию переводчика можно понимать широко, да, как перенос информации из любой знаковой системы в любую. Да, Да? да, То да. есть в этом отношении профессии программиста, например, тоже можно рассматривать как разновидность профессии переводчика. Ну да, единственное, что программист, скорее всего, владея вот языком программирования, не факт, что владеет живым языком в такой же манере, да, тут важно все-таки языком, хотя бы одним из, да, владеть уверенно, профессионально. Программисты часто бывают молчуны, которые предпочитают, ну, вот только вот на языке своих символов, да. Ну, они читают техническое задание, которое обычно написано на На естественном человеческом. языке, да, на естественном языке, и переводят его в язык искусственный Да, да, в принципе, да, в этой тоже своего системе. рода переводчики, да. А Тогда мы мы... переводим с языка кино. Да, мы переводим с языка кино, потому что это же, в первую очередь, перевод в кино – это не перевод того, что сказано, да, или написано. Это вот действительно весь язык кино, это вот такая морфология фильма, он состоит из большого множества разных значений. И все эти значения мы, конечно, должны передать. Потенциально должны передать, не всегда возможно это, да, мы знаем, что есть некоторые вещи, которые теряются, да, в процессе передачи, как и при любом другом переводе. Угу. Коллеги, еще какие-то вопросы? У нас есть еще несколько минут. Я хочу еще один вопрос задать. Да, Анна Николаевна. Насколько, даже не то чтобы востребована профессия, учитывая количество слабослышащих и плохо видящих людей, да, это должна быть очень востребованная профессия. Но насколько государство или предприятия готовы предоставлять вот эти вакансии, да, и готовы обеспечивать сурдопереводчиков и создателей субтитров работой за деньги, чтобы это было не про-боно, которыми многие злоупотребляют, скажем так, да, но есть же добровольцы, зачем платить деньги? Насколько государство или предприятия, занимающиеся вот таким видом деятельности, готовы предоставлять рабочие места? Ну, на самом деле и тех, и других, я имею в виду тифлокомментаторов и субтитровщиков, довольно много, в том числе штатных, например. Да? Есть штатные в театрах тифлокомментаторы, есть штатные субтитровщики на телеканалах. К сожалению, не часто они бывают в компаниях производящих, да? Но здесь сама цепочка просто построения производства. Компания производит фильм, и дальше она уже обращается к, например, там, компании, ну, в частности, компании Альба Мультимедиа, да, которая обеспечит уже средства обеспечения доступности, да, которые подготовят там тифлокомментарий, аудиодескрипцию или скрытые субтитры. Спрос растет на самом деле, потому что вот все эти федеральные законодательные акты, которые определяют необходимость обеспечивать такого рода доступностью аудиовизуальный контент, они не так давно подписаны. И, естественно, машина это запускается долго и медленно. Но сейчас все больше и больше театров требуют тифлокомментаторов, например, не обязательно даже там штатных. Да? Сейчас все больше и больше производителей думают о том, чтобы их контент все-таки был доступен. Но вообще-то это тоже зритель, да, они же считают свою аудиторию, да, они считают, там, ага, наш фильм могли бы посмотреть, да, там, ну, я не знаю, условно говоря, 2 миллиона человек. Да? А если благодаря тому, что они сделают тифлокомментарий или субтитры, да, или и то, и другое, посмотрят не 2 миллиона, а 2,5, ну, в принципе, если они умеют читать, то они поймут, что это вполне выгодно, да, вложиться в такой продукт, чтобы это сделать. Востребованы. Я думаю, что в ближайшее время будут еще больше востребованы с русским языком, естественно, потому что у нас объем производства национального контента растет просто вот экспоненциально, господи, ну, в общем, очень сильно. Экспоненциально? Нет, экспоненты же, да, там, ну, не будем сейчас заниматься словообразованием. О, да. И, естественно, все равно есть экспорт, и экспорт будет российского кино на восток, например. И многие страны, естественно, ожидают, что фильмы будут в том числе с подготовленным там, комментарием или субтитрами на принимающем языке. Очень часто же контент идет за рубеж уже с подготовленным пакетом локализационным, да, так часто бывает.
Так что, Да, я от себя тоже добавлю, что здесь на самом деле тенденция, тренд, он такой восходящий по этому направлению у компаний вот, наблюдается. Поэтому вы же, когда готовитесь к какой-то профессии, нужно немножко заглядывать вперед, а не по такому принципу, что вот сейчас много зарабатывает юрист, я пойду учиться на юриста, например, да? Или много зарабатывают синхронные переводчики, я пойду учиться на синхронного переводчика. Нужно немножко на перспективу, потому что пока вы учитесь, ситуация поменяется. Наверное, здесь вот тенденция такая. Конечно, в плане обучения какой-то специальности угадать тенденцию, наверное, угадывать и не нужно, потому что она всегда носит циклический характер. И за долгую профессиональную жизнь все может несколько раз поменяться в лучшую, потом в худшую сторону и обратно. Угу. Ну, это я так, извините, Елена Владиславовна. Да, согласна, спасибо. Философское вступление. Да, но в будущее смотреть надо, конечно, в любой профессии. И, в принципе, для переводчиков вот эти средства обеспечения доступности – это еще, скажем так, один виток профессии. Ну, заниматься надо всегда тем, что интересно, а не думать по востребованности. Конечно, да, согласна. Вот вижу вопрос у нас в чате. Виолетта спрашивает, а насколько большая разница между количеством поступающего иностранного контента на аудиодескрипцию и отечественного? Ну, поступающего в Россию иностранного контента? Ну, вероятно, да. Здесь, конечно, нужно учитывать разделение труда международное. То есть мы, поскольку компания российская, то в большей степени сталкиваемся с отечественным контентом. Да, ну, Елена Владиславовна. Да. У отечественного контента, скажем так, запрос на тифлокомментирование ниже, чем у зарубежного, если соотносить именно соотношение контента и соотношение предоставленной аудиодескрипции или тифлокомментирования. Ну, просто даже вот если сравнивать все, что было на Netflix, да, с аудиодескрипцией, оно, например, очень часто переводилось автоматически. Ну, вот аудиодескрипция порой на Netflix переводилась автоматически, то есть не заказывался к сериалам, например, тифлокомментарий. Хотя лучше бы заказывался. Тут даже, скорее всего, связано, скорее всего, не с соотношением контента. Это больше, наверное, вот с тем, на какую аудиторию рассчитано произведение и куда оно пойдет. Ну, то есть там, допустим, фильм для широкого проката. Много кинотеатров сейчас снабжаются оборудованием для тифлокомментария. Соответственно, к такому фильму, скорее всего, будет тифлокомментарий. А если это зарубежный сериал, который пойдет там на Иви, к примеру, Иви не показывает фильмы с аудиодескрипцией, соответственно, этого не будет, да, или с тифлокомментарием. То есть тут все очень сильно зависит от прагматики, да, от того, куда функциональный контент пойдет. Ну, а вообще за рубежом, конечно, гораздо больше описано. Ну, я надеюсь, что мы догоним и перегоним. Обязательно. Догоним. Коллеги, еще вопрос. На здоровье. Комментарий. Если у нас больше вопросов нет, тогда, наверное, можем завершать, да, Елена Владиславовна, благодарить Елену Владиславовну за такое замечательное, вот, можно сказать, в общем-то, всеобъемлющее выступление. Вот, то есть действительно получилась лекция, дающая полное представление вот этой области переводческой деятельности новой. Мы хотим поблагодарить наших синхронистов. У нас сегодня синхронный перевод выполняли магистранты второго года обучения переводческого факультета Нижегородского государственного лингвистического университета. Да, синхрон был для них такой пробный. Давайте их назовем. Это Екатерина Смирнова, Анна Воронцова, Юлия Чухарева и Валентина Громыко. Вот, коллеги, спасибо за синхрон сегодня. Да, Елена Владиславовна, спасибо за выступление. Спасибо. Ну и коллегам-синхронистам отдельное спасибо. Я знаю, как тяжело переводить неподготовленные вопросы и собес. И презентации, которые вы получили незадолго до выступления. Спасибо. Ну, в общем, было боевое крещение такое.
полноценным. И, конечно же, спасибо огромное всем, кто к нам присоединился сегодня нас послушать в живом формате, да, в онлайн-формате. Да, все. Всем спасибо, коллеги. Приятного вечера. Всего хорошего. До свидания. До свидания.